Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой узор крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Он двухсторонний. Вот так выглядит с лицевой стороны. Такие объемные косы. Вот так он выглядит с изнаночной стороны. Вязать его очень просто, легко, интересно. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Если вам нравится такой узор, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Куда его можно применить? Мне кажется, он хорошо подходит для вязания пледов, каких-то детских одеял, подушек декоративных. Также можно связать какую-то кофточку малышу. Он так хорошо тянется, эластичный узор. Не слишком плотный, но и не тоненький. Он не очень ажурный. Так что для кардиганчиков, для кофточек он подойдет. Я связала его из ниток двух цветов, поэтому узор нитку меняла на каждых двух рядах. Можно взять также и 3 цвета и менять ниточку каждый ряд. Узор будет смотреться также интересно, красиво. Но если менять нитку в каждом ряду, тогда нужно брать нечетное количество цветов. 3, 5, 7. И так можно использовать остатки пряжи. Пишите в комментариях, куда вы предлагаете использовать такой интересный узорчик. Давайте приступим. Я образец в этот раз буду вязать из ниток Alize Superlana Classic в составе 75% акрила, 25% шерсти. Беру нитки двух цветов, молочный и приятный такой кофейно-бежевый. Крючок буду использовать 2,5 миллиметра. Но также мне понадобится и крючок потолще, 3,5, второй конец у меня. Но основной узор вяжем 2,5. Для образца я набирала 37 петель, и ширина получилась вот 16,5 сантиметра. Высоту провязала 12 рядов. Это у меня 13 сантиметров. Но у вас будет свой размер. Это зависит от выбранной пряжи, крючка и от плотности вязания. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из воздушных петель. Количество кратно 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте наберем самостоятельно и встретимся. Итак, набрали цепочку. У меня 36 воздушных петель. И вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И в 7-ю петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 7-ю провязываем 3 столбика с накидом. Провязали. 1 воздушная петля арка, накид, и сюда же в эту петлю провязываем еще 3 столбика с накидом. Вот такой веерок у нас получился из 6 столбиков, посередине арка и из 1 воздушной петли. Теперь набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в вершину последнего столбика с накидом делаем соединительную петлю. Вот такая у нас петелечка получается из 10 воздушных. Накид. Пропускаем 5 воздушных петель.
на цепочке 1, 2, 3, 4, 5, и в шестую провязываем такой же веерочек, 3 столбика с накидом в одну петлю, 1 воздушная арка и еще 3 столбика с накидом сюда же, в эту воздушную петлю на цепочке. Второй веер готов. Снова 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И соединяем вершину последнего столбика с накидом соединительной петлей. Соединили. Снова пропускаем 5 петель и в шестую провязываем такой же веер, и между веерами провязываем такие петли из 10 воздушных. Давайте довяжем до конца ряда и встретимся. Провязали последнюю ракушку и теперь провязываем столбик с накидом в начальную воздушную петлю. Это у нас кромка образца. Вот что у нас получается. Веерочки и между ними петли из 10 воздушных петель. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это столбик с накидом. Накид разворачиваем на изнаночную сторону. И в арку из одной воздушной петли провязываем такую же ракушку из 6 столбиков, а посередине арка из одной воздушной петли. Провязали 3 столбика с накидом, 1 воздушная и еще 3 столбика с накидом в эту же арку. Вот, ракушечка готова. Далее набираем 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь мы соединительный столбик не делаем, накид, петлю мы отворачиваем и в следующую арку из одной воздушной на ракушке провязываем такую же ракушку. 3 столбика с накидом. Одна воздушная петля и еще 3 столбика с накидом сюда же, в эту арку. Провязали ракушку. Снова 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пропускаем эту петлю, переходим к следующей ракушке и также в серединку провязываем ракушку из 6 столбиков посередине арка из одной воздушной. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся в конце ряда. Итак, провязали последнюю ракушку и провязываем столбик с накидом в вершину начального столбика с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема. Закрываем накид. Сейчас я буду вводить нитку другого цвета и столбик закрою другой ниточкой новой. Так. Все, затянули светленькую ниточку. Вяжем 3-й ряд, разворачиваем на другую сторону, 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом. Здесь мы все подтянем, накид, и теперь в середину ракушечки под арку провязываем такую же ракушку из 6 столбиков, 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и еще 3 столбика с накидом сюда же.
Снова набираем 10 воздушных. Накид. Пропускаем арку из 10 петель. Переходим к следующей ракушке и также в серединку провязываем ракушечку из 6 столбиков. Провязали 3 столбика, 1 воздушная петля и еще 3 столбика с накидом сюда же в эту арку. Здесь у нас ряды все повторяются. Снова 10 воздушных. Так вяжем до конца ряда, разворачиваемся и повторяем второй ряд. Давайте провяжем 3 и 4 ряд и встретимся. Итак, довязываем 4 ряд. Это второй ряд другим цветом, темно-бежевым. И в конце мы также провязываем столбик с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема в вершину начального столбика, закрываем накид, но столбик уже закрываем ниточкой вот другого цвета. Вот здесь мы сильно не стягиваем, чтобы край у нас был ровненький, не стянутый. Так, 4-й ряд у нас готов. Снова делаем 3 воздушные петли, начальный столбик, и продолжаем вязать. Итак, 2 ряда мы вяжем одним цветом, 2 ряда другим цветом. Меняем ниточку через каждые 2 ряда с правой стороны. Это у нас будет лицевая. Давайте провяжем до нужной высоты и потом встретимся и вместе соберем, доделаем нашу работу. Ну вот что у нас пока с вами получается. Ракушки и между ними арки из 10 воздушных петель. Все, этой высоты нам достаточно. Нам нужно уже будет заканчивать наш узор. И для этого я провязала один ряд вот темной ниточкой. И сейчас следующий ряд, это у нас четный ряд, вяжем немножко по-другому. Также делаем 3 воздушные петли подъема, начальный столбик, разворачиваем, провязываем ракушку в арку на ракушечке, в арочку из 1 воздушной петли. Делаем такую же ракушку из 6 столбиков. Так, здесь у нас также арка из 1 воздушной петли на ракушке. Так, 5-й столбик и 6-й. И теперь вместо арки из 10 воздушных петель мы делаем арочку из 1 воздушной петли. Накид. Переходим к следующей ракушке и также на арке провязываем такую же ракушку. Так вяжем до конца ряда. И между ракушками не забываем, что у нас здесь арочки из 1 воздушной петли. Здесь у нас арки из 10 петель уже не провязываются. Вот такой ряд. Давайте дойдем до конца по рисунку и встретимся. Итак, провязали последнюю ракушку и делаем в конце столбик с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема. Все, ряд у нас завершен. И теперь начинается самое интересное. Так, пока я петлю эту вытягиваем, меняем крючок на более толстый, у меня двухсторонний. Возьму крючок вот с другой стороны, и нам нужно собрать вот эти арки свободные в дорожку. Вставляем крючок в нижнюю петлю, подхватываем следующую, вытягиваем, вставляем в следующую арку, подхватываем, вытягиваем, вставляем в следующую, и так по порядочку собираем наши арочки из 10 воздушных петель в косичку. Это занятие такое интересное, увлекательное, несложное. Можно крючок взять еще потолще,
чтобы прям цеплять их покрепче. Так, все, одну косичку собрали. Вот так расправим все ровненько. Итак, каждую дорожку мы собираем воедино в такую косичку. Не спехом, не торопясь, под приятную музыку или любимый фильм какой-то. Вторая дорожка готова. Потом все разровняется, ровненько будет. Все, продолжаем так делать и с другими арочками. Давайте соберем, дойдем до верха сюда нашего образца, встретимся и провяжем последний ряд вместе. Ну вот мы собрали арки. И теперь вяжем последний ряд. Снова беру тоненький крючок. 1 воздушная петля подъема. И в этот столбик провязываем начальный столбик без накида. 2 воздушные, 1, 2. И в следующую арку на ракушке, арочкой из 1 воздушной, провязываем столбик без накида. 2 воздушные, вставляем крючок в петлю, столбик без накида. 2 воздушные, вставляем крючок в арку на ракушке, столбик без накида. 2 воздушные, подхватываем следующую петлю на косичке, 2 воздушные, в середину ракушки, 2 воздушные. Вот так продолжаем вязать до конца ряда и встречаемся. Провязали последний столбик без накида в арку, 2 воздушные и столбик без накида в 3-ю воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика с накидом. Все, узор наш готов. Посмотрите, что получается у нас. Вот такой красивый, интересный узор мы с вами связали. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и попробовали связать его вместе со мной. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!